Поехали на такси до этого места. Здесь начинается наш поход. Идем в Горельник. Ну вот здесь мы поворачиваем на тропу, которая ведет на горелку. А вот наша цель сегодня. Пик Кумбель. Это гора Часовая. Когда в апреле мы вот здесь тоже шли, кое-кто все время ворчало. Кое-кто все время ворчало? Что мы идем неизвестно куда, где вообще никто не ходит. Прошли мимо вот этого нижнего домика. Это не такое уж дикое место. Тут даже скамейка есть. Видно Чембулак. Вот такой вид на плотину Медео. Прошли довольно крутой участок, а теперь более ровный участок. Вот температура 16,7 градусов в тени. Хотя светит солнце. О, наконец-то мы пришли на эту горелку. Сейчас пойдем по вот этому гребню и посмотрим, сможем ли подняться на Кумбель. Лучше держаться гребня, а то по бокам есть какие-то ужасные обрывы. Перелазить через эти бревна, поваленные стволы, в принципе, это несложно. Какие-то непонятные тропы здесь. Даже возникают сомнения, может быть, здесь ходят козлики. Обычно, где люди ходят, там валяется какой-нибудь мусор. Здесь мусора пока не видно. Хорошо видно город. Общее правило — держаться ближе к гребню. Здрасте, а вы откуда? А я хотел на Кумбель пройти, но нет. Нет? Этот товарищ сказал, что раньше поднимался на Кумбель по тому гребню. Вот мы вышли к какой-то такой скале. Даже не знаем, что дальше делать. Либо на него карабкаться, либо обойти слева. В итоге мы обошли его прямо сверху. Но это довольно круто и опасненько. Здесь явно были люди. Мы все еще на гребне. Ну, если уж говорить про ходьбу по гребню со страшными обрывами, то стандартный путь по гребню до пика Малыш тоже не подарок. Там слева более-менее, а вот справа от тропы прям сразу ужасный обрыв. На Кумбель. Облака и тучи набежали. Там тучи сменяются облаками над Кумбелем. Как говорил учитель физкультуры в начальной школе, это вам не математика, здесь думать надо. Вроде бы мы опять вышли на гребень. Оглядываясь назад, становится понятно, что от гребня лучше не отклоняться. Это те самые два больших камня, между которыми щель, из которых в недавнем видео кто-то прыгал с рюкзаками.
Подошли к очередному выступу скальному. Вот он, Кумбель загораживает. Выглядит очень подозрительно и страшно. Даже не знаю, как обойти его. Вот, смотри, пропал вот он. Высота 2800. Это гора Часовая. Пушки такие большие. В общем, я вот здесь вот пробрался. И опять я на вершине гребня. Моя спутница, как обычно, пошла своим путем по крутому склону. Теперь поднимается обратно на гребень. На пути очередное препятствие. Мы пошли направо. И вместо туров здесь осколки бутылки. Судя по карте, до Кумбелевского гребня еще примерно 400 метров по горизонтали. По высоте 200-300 метров. Вот оттуда с горелки мы сюда пришли. Интересно, там где-то 3 брата находятся или на другом гребне? Часто в горах встретишь такие выступы. Цель уже близка. Высота 2950. Дорога чуть попроще стала. Финишная прямая до Кумбеля. Интересно, по идее сейчас на Кумбеле должна быть толпа народу, как обычно. Опять не самый легкий участок. Оттуда доносятся звуки, и даже можно разглядеть вертолет. Уже слышны голоса. Вон на гребне уже даже видно людей. Здесь мы одни. Опять видны люди. Этим маршрутом никто не поднимался сегодня туда. Вот такой вот путь мы прошли. С горелки. Вот мы на гребне. Кумбель где-то там. Вот мы и добрались до Кумбеля. Тут, как всегда, куча народу. Ну вот, сидим мы тут на Кумбеле. Покушали, пообедали, то есть. Теперь надо как-то возвращаться обратно в город. Каким путем пойдем? Пойдем через трапецию. Ты уверена? А то там что-то ужасные какие-то облака, туман. Ну и что, дождя нету. Ну, вообще-то... Через Горельник проще спускаться, чем через Кокжеляу. Так, а если мы все-таки пойдем через Кокжеляу, то придется потом перед Просвещенцем на этом ужасном спуске. Да и с Трех братьев спуск какой-то не очень. Вот именно. Да еще, а вдруг мои колени там заболят? Это будет катастрофа. Поэтому мы пойдем через трапецию. Там тоже крутой спуск, но, по крайней мере, дальше через Горельник уже не так сложно спускаться. Может, мы жребий бросим? А если выпадет Кокжеляу? Ай. Тем
Температура 19,7. Ну как тебе подъем через горелку на Кумбель? Ну, так сказать, мое апрельское желание подняться на Кумбель этим путем я выполнил. Все. Наверное, больше мы сюда, лично я, ну, теоретически можно было бы еще сходить так, но есть и другие пути, Может быть, есть другие когда-нибудь, горы, да, и другие перевалы. на которых нас еще не было. Ну что, начнем потихоньку собираться и отправимся в путь. В общем, идем в сторону перевала Трапеции. Вот приближаемся к спасательной хижине. В общем, идем дальше. Похоже, чтобы спуститься, нам надо сначала немного подняться. Дошли вот до этого указателя. По левой, по правой шли. Идем к перевалу Трапеция, нижняя. Сейчас видели огромного орла. Или беркута. Непонятно. Вот показался перевал Нижняя Трапеция. 3130, что ли? Ну вот мы и дошли до перевала Нижняя Трапеция. Я думала, вы спустились относительно Кумбеля довольно. Пока Это примерно на одном уровне. там Да. пик Терешковой. Вон там перевал Терешковой, где мы были. Гора, которая похожа на кое-что. Ну и вот здесь вот мы сейчас начнем спускаться в ущелье Горельник. Этим собачкой. Вот этой табличкой такая прикольная записка. Прям история из жизни. Вот на фоне пика Терешковой я сейчас задам тебе парочку вопросов. Вот скажи мне, ты употребляешь какие-нибудь добавки или витамины для того, чтобы лучше было ходить в походе? Я? Нет. Просто стараюсь рационально питаться. И все? И все. А витамины? Нет, не употребляю. Только в зимний период, чтобы поддержать иммунитет. Так, теперь моя очередь. Запись. Так, что нам может помочь в горных походах? Ну, поскольку я читал, что проводились исследования людей, которые живут в высокогорье, так вот оказалось, что у них очень высокий уровень гемоглобина. Поэтому я вот стал принимать препараты железа. И через некоторое время я заметил, что моя, так сказать, работоспособность в горах чуть-чуть возросла. Такой ступенькой прям возросла. Вот. Ну, это из всех препаратов, возможно, самый такой эффективный. Ну, а дальше там традиционный набор, там разные витамины. Гемоглобин поднял, в общем, да? Да, витамины. Вот для колен, суставов очень полезен витамин С. Кстати, сейчас в конце этого похода посмотрим, как будут чувствовать себя мои колени после этих разных упражнений. Ну все. Спускаемся с перевала. Вот гора Часовая. Когда-нибудь нам надо на нее забраться. Вообще на том гребне мы были, а вот именно на Часовой горе не были. В этом большом русле воды нет. А вон там слышен шум воды. Очевидно, там родник. Дошли до этого указателя. Конечно, довольно легкая дорога и спуск такой легкий. Но ноги все равно устают. Интересно, почему здесь нету никакой скамейки?
О, какой вид. Вот наша тень. Оля, помаши руками. Вот. А? Я сейчас вот стану вот сюда, возле этого камушка, сфотографируй меня, пожалуйста. Вот на этом месте часто бывает, стоят палатки и вообще кто-нибудь отдыхает. Сейчас там нет вообще никого. Приближаемся к орлиному гнезду. Вот это герань. Угу. А где манжетка? Вот это манжетка. Вот цветочки. Запись. Володя где-то подслушал совет, что при спуске для облегчения нагрузки на суставы, на колени, можно спускаться задним ходом. Вот так вот. Только... Я не подслушал совет, я сам его изобрел. Сам изобрел? Ты что, не помнишь? О, хорошо, тогда это тем более, можно сказать, оригинальный ноу-хау. Пользуйтесь с таким советом. Нет, есть в интернете совет подниматься вот так вот задним ходом. Подниматься вот так можно? Да, вот так подниматься. Это известная техника, да? Это для укрепления колен. Для укрепления колен. Я Ага. это тоже делал на неделе. Ага. Только по лестнице. Все, стоп, а то ты сейчас в меня врежешься. Выключай. Вот мы пришли на орлиное гнездо. Спускаемся с орлиного гнезда. Еще один переход через речку. Теперь другая переправа. Сегодня 24 августа. Вот вовсю уже плодоносит иван-чай. Вот эти вот белые пушистые метелки, это все то, что было малиновыми цветочками. Теперь оно покрылось пухом, мягким и пушистым. А вот это заросли малины. Подожди. Да, вот такой он, очень мягонький на ощупь. Вот и малина, только вот, ягод нету. Много малины. Ну, они там были, просто их объедают тут вдоль тропы. Вот мы вернулись к этому указателю, от которого мы поворачивали вверх. И здесь круг замкнулся. Ну, продолжим путь дальше вниз. Здесь довольно такой тяжкий спуск, но мои колени пока держатся. Осталось совсем чуть-чуть. Все-таки как хорошо, что здесь есть скамейки. Добрался до скамеек, наконец. Да, наконец-то я могу чуть-чуть посидеть и отдохнуть. Ну все, дошли до такси, сейчас уедем. Пешая часть нашего маршрута закончилась.